Привет! Если вы когда-либо интересовались действительно умными часами, то вы по-любому про них слышали. Наверное, часы сейчас являются одними из самых функциональных и мощных на сегодняшний день, хотя это далеко не новинка. TicWatch Pro. Два типа экрана в одном корпусе, Google Pay, GPS, возможность установки сторонних приложений. Но так ли с ними все гладко? Сейчас мы это и выясним. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. TicWatch Pro поставляется в приятной коробке из черного картона. На обложке спереди изображены сами часы, сзади кратко перечислены основные фишки. Внутри нас ждут только сами часы, магнитная таблетка, зарядное устройство и инструкция, к тому же еще и на русском языке. Зарядное устройство в принципе удобное. Оно не такое, к примеру, как у Watch Active 2, так как тут есть контакты с одной стороны, и любой стороной не положишь, но нормальное. Внешне часы выглядят круто и я бы сказал брутально. По ощущениям дизайн я бы отнес скорее к мужскому, чем к женскому. Сам корпус выполнен из нейлона, армированного стекловолокном, но на ощупь ощущается просто как пластиковый. Безель металлический, сбоку находятся кнопки управления, между ними отверстие для микрофона. На внутренней стороне контакт для зарядки, датчик сердечного ритма и еле заметное отверстие динамика. Мне очень понравился ремешок. Снаружи он сделан под кожу, на внутренней части силикон. Реально удобно и практично, даже нет желания его сменить. Хотя сделать это можно, крепление тут стандартное 22 мм. TicWatch довольно крупный, корпус часов 45 мм. Они очевидно больше моих кварцевых часов, у которых правда размер 40 мм, но меньше G-Shock'ов. На узком запястье смотрятся большими, хотя после двухнедельного использования я к размеру успел уже привыкнуть. Всего есть две вариации, с черным безелем и серебристым. Еще есть версия с 4G и без. У меня же черная версия без 4G. Ходят слухи, что серебристая версия более практичная, так как на ней царапины видны меньше. Но правомерность этого утверждения можно понять только спустя длительное время эксплуатации. У меня за 2 недели царапин не появилось. Что мне понравилось, экран TicWatch Pro утоплен в корпус. Над ним как минимум на 2 мм возвышается безель. Это значит, что меньше вероятность поставить царапину. Ну или просто можно наклеить защитную пленку, и она не будет отдираться. Экран — это фишка часов, и их тут два. Они слоями лежат друг на друге. Нижний — это OLED-экран 1,39 дюйма с разрешением 400 на 400 точек. Над ним лежит прозрачная FaceTime матрица, по виду чем-то напоминающая транслективный дисплей, как у Amazfit Bip. Его тоже лучше видно именно при попадании света. На нем отображается дата, время, количество шагов, частота сердечных сокращений и заряд аккумулятора. Также в настройках часов можно включить режим Always on Display, но надобности в нем особо нет, так как FaceTime матрица с его обязанностями вполне себе справляется. Разрешение основного экрана 400 на 400 точек говорит о том, что отдельных пикселей практически не видно, и это действительно так, без лупы их не разглядишь. Но минус симбиоза двух экранов физику не обманешь, и хоть второй экран в неактивном состоянии прозрачный, все же видно, что цвета чуть более блеклые, чем хотелось бы. Это особенно заметно в сравнении с Watch Active 2. Правда, ради справедливости, если лоб в лоб их не сравнивать, этого можно и не заметить. 90% людей разницы может и не увидеть, так что за минус это можно и не считать, просто особенность, которую заметно лишь в сравнении. Часы работают на системе Wear OS, и для работы с ними с телефона нужно скачать одноименное приложение. Есть еще фирменное приложение Mobvoi TicWatch, но на самом деле в нем каких-то фишек я не заметил, так что можно обойтись одним приложением. Сейчас опять сравню с Watch Active. Если там в фирменном приложении дублировались абсолютно все настройки, которые были в часах, то приложение Wear OS функционал небольшой. Можно поменять предустановленные циферблаты, настроить уведомления и посмотреть статистику разряда аккумулятора. Основные моменты нужно настраивать в самих часах. Предустановленных циферблатов я насчитал 36 штук, есть и симпатичные, и не очень. Wear OS — это настоящая операционная система, которая поддерживает установку сторонних приложений. В Play Market можно найти все. И циферблаты, и игры, планировщики дел и многое другое, практически под любую задачу. Правда, не все приложения работают корректно. К примеру, скачал Shazam, а он просто не работает, не распознает треки. Часы поддерживают несколько видов тренировки с помощью Google Fit или TicWatch Fit. Есть шагомер, GPS, можно синхронизировать тренировки с той же Stravой. Погрешность шагомера неплохая. При 100 фактических шагах TicWatch Pro насчитали 103 шага. Пульс меряют с погрешностью 5-10 пунктов.
Мне понравилось управление музыкой. Только на телефоне включаешь какой-нибудь трек, тут же на часах всплывает окно управления. Это удобно. Одна из самых главных параметров умных часов является работа с уведомлениями. СМС, сообщения из мессенджеров приходят моментально, при этом в WhatsApp еще отображаются картинки, тоже удобно. В Телеграме почему-то не показываются. Аудиосообщения на часах прослушать нельзя. На все сообщения можно ответить при помощи нескольких методов, с помощью классической клавиатуры, предустановленных ответов или смайликами. Оповещения о звонках также приходят, но стабильно секунд на 5, а то и 10 позже самого звонка. На звонок можно ответить непосредственно с часов, слышно меня более-менее нормально. Из мессенджеров также звонок приходит только из WhatsApp, на звонок из Телеграма часы молчат. В TicWatch Pro есть всеми любимая функция NFC при поддержке Google Pay, и судя по форуму он у всех работает, по крайней мере в России. Для работы NFC в Украине нужно подключаться через VPN. Но почему-то у меня ничего оплатить с часов так и не выходило, первые разы. Помогла перепривязка карты. Для оплаты иногда нужно несколько раз прислонить часы и просто долго держать. По ощущениям, оплата примерно раза в 2-3 дольше, чем на Watch Active 2, но не такая долгая, чтобы вообще не пользоваться этой функцией. За производительность часов отвечает процессор Qualcomm Snapdragon Wear2100, который используется в большинстве смарт-часов. И его анонсировали на самом деле, по-моему, аж в 2016 году. И вот тут мы подобрались к ахиллесу и пяте этих часов. Только из коробки часы жутко лагали, были постоянные фризы. После Watch Active 2 это очень сильно бросалось в глаза. При первом включении я их обновил, на это, кстати, потребовалось около часа. После этого стало получше, но все равно при запуске любого стороннего приложения TicWatch Pro ощутимо задумываются. Все стало еще немного лучше, когда спустя пару дней я подключал в настройках некоторые программы. Список можно увидеть на экране. Это реально исправило ситуацию. Фризов стало ощутимо меньше, но прям совсем они не пропали, иногда проскальзывают. Мне это напомнило какой-то 2010 год. У меня тогда был Samsung, который даже меню плавно не мог листать. Но в 2019 году это выглядит немного странно. Автономность. Производитель гордо на коробке заявляет время автономной работы до 5 дней, помечая при этом, что из 5 дней 2 дня это обычное использование часов и 3 дня использования часов в режиме Essential Mode, то есть использование второго дисплея с отключением основных функций смарт-часов. На практике у меня часы живут 2 световых дня, то есть утром в понедельник одеваешь часы, во вторник вечером они уже садятся, и это без Always On дисплея. С включенным Always On дисплеем и часовой тренировкой Google Fit у меня часы сели за 1 световой день, то есть дожили только до вечера. Но ради справедливости я скачивал разные программы и копался в настройках, так что скорее всего можно вытянуть дня полтора в таком режиме. На Алиэкспрессе TicWatch Pro сейчас можно купить примерно за $250, и за эти деньги мы получаем действительно функциональные часы. Стоит ли их брать? Если вы готовы мириться с небольшими подлагиваниями и фризами, то брать можно. Основные свои функции TicWatch Pro выполняют. Купил бы я их себе? Нет. Для меня, кроме всего прочего, важна общая плавность системы. А с этими часами, чтобы ими нормально пользоваться, нужно немного потанцевать с бубном, что лично мне не очень все-таки близко. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, как тебе TicWatch Pro. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!